Да, отпадает минус, камера следит в двух плоскостях. Я ошибался. Те заметила меня и светит в мою сторону очень ярко. Ну просто капец. Всем привет! Очередная камера видеонаблюдения на обзоре. В этот раз камера, как вы уже, наверное, по коробке узнаете, с приложением V380 Pro. Камеру на обзор предоставил магазин SmartHat в Украине, который занимается продажей оборудования по видеонаблюдению, различные элементы умного дома. По ссылке переходите, кому интересно. Все, что в общем-то есть в Китае и даже больше, чем на Алиэкспрессе, есть на магазине SmartHat уже в Украине. Кому нужна доставка за несколько дней, сразу заходите и заказывайте. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Первый раз я буду подключать камеру 4G с V380 Pro, поэтому сам буду пробовать, как это обстоит дело, показывать вам, как подключается, ну и будем смотреть, как эта камера будет работать. Приложение V380 Pro, в общем-то, у меня зарекомендовало себя как стабильное приложение, удобное для использования. Ну и также камеры, которые я тестировал с этим приложением, обычные Wi-Fi поворотные, также работали и со слежением. В общем-то, вопросов никаких не было. Из 10 баллов могу я им смело поставить 9. В данном случае у нас камера модель C28H 4G 4 мм смарт-камера. Приложение V380 Pro. Питание 12 вольт 2 ампера. Стандарт 4G Made in China. Тут же наклейка, говорящая о том, что это 4G, и уже QR-код для скачки приложения на смартфон. Тут же взяли, скачали. И вариант вот такой вот интересный. Кстати, показывал я вам такую уже камеру. Многие называют ее Чебурашка. Сразу по комплектации: блок питания в комплекте 12 вольт 2 ампера. Такое вот стеновое крепление. В розетку сразу его подключаем. Сама камера, элементы крепления, муфта на RJ45, камера, а почему она идет с RJ45, дальше мы посмотрим. В инструкции, идущей с камерой, описаны все способы подключения: Wi-Fi, кабель и 4G. И, по-видимому, камера универсальная. Давайте дальше посмотрим. Судя из описания на страничке товара, камера имеет 3-мегапиксельную матрицу, объектив 4 мм. И такие камеры я уже вам показывал, очень эффективны вот эти вот боковые прожекторы. Тут установлены LED светодиоды под линзами находящиеся, которые управляются вместе с камерой. В ночное время, если вы ставите цветной режим, они светят белым, такие мощные два прожектора LED. Тут также имеются на борту и К-светодиоды, и белые LED-светодиоды в помощь цветному ночному режиму. Здесь металл, то есть все качественно сделано. Модули сидят на металлической подложке, которая служит радиатором. Камера поворотная. Понятно вам уже, наверное, из всего этого. Ну и может использоваться полностью на улице. Чем интересна данная камера, а именно ее универсальностью. На борту она имеет Wi-Fi, я так понимаю, имеется возможность работы по кабелю. И плюс имеет, помимо слота под карту памяти, имеет еще слот под сим-карту. За вот этой вот крышкой отдельный отсек для установки. Да, вот модуль, 4G модуль. Вот он. И слот под микро сим. Не мини, а микро. Самая маленькая карта. Отделяем ее. Ну, я так понимаю, контактами устанавливаем. Кстати, есть ли... Да, здесь есть у нас отметка о том, как устанавливать или нету. Ну, я думаю, что по-другому ее невозможно будет поставить. Ставлю ее контактами вниз и срезом уголка вперед. Ну вот, зафиксировалась. Силиконовая уплотнительная прокладка. То есть здесь все, по идее, герметично. Давайте уже разбирать так разбирать. 3 винта открутил, верхняя часть снимается. И хочу я посмотреть, задействована одна антенна. От одной антенны кабель просто вот на скотче приклеен. Провод, а второй провод от антенны, так, от какой же здесь, ну, в общем-то, неважно, пошел
внутрь камеры и, скорее всего, на 4G модуль. И, наверное, это говорит о том, что камера у нас работать по Wi-Fi не будет, а именно только через сим-карту и по кабелю. То есть два варианта. Ну, дальше посмотрим, но я думаю, что так и есть. Потому что вторая антенна не задействована как Wi-Fi антенна, а просто задействована одна антенна. И, скорее всего, это 4G антенна. Сразу перед первым подключением устанавливаю карту памяти в ее слот под резиновой заглушкой. До 128 гигабайт поддерживаются камерой карты памяти. Ну и желательно качественную, скоростную, не ниже 10 класса и с U3 классом скорости. Подключаю камеру ее блоком питания, который шел в комплекте. 12 вольт 2 ампера. Включаю в сеть. Как обычно, тестовый режим. Блок питания имеет индикацию. Яркие, как видите. Да, здесь нету, только по бокам. Белые такие, прямо бьющие по глазам, LED светодиоды. Это все ИК светодиоды, скорее всего, в этом модуле. System is starting. Голосовое сопровождение. Приложение V380 Pro. Вот такое вот. Кстати, недавно обновилось. Все обновляется. И открываем его. Желательно пройти регистрацию. Камера облачная. Можно получить доступ к вашему облаку. Будет у вас потом список устройств, будет, если у вас несколько камер. И вы будете с этого приложения управлять своими камерами. На отводе кабеля также есть кнопка сброса к заводским установкам. Давайте сбросим камеру для точной уже настройки. Зажимаю, удерживаю более 10 секунд. Очень мощный динамик, классный в этих камерах. То есть с него можно реально передавать что-то на расстоянии удаленно. Понятно, что это камера для удаленного отслеживания. Подключили смартфон к интернету, взяли его с собой и можете на камеру заходить, даже говорить в нее, вот, и будет воспроизводиться ваш голос в динамике, в этом мощном. Сбросили настройки и ждем дальнейшей перезагрузки камеры, а возможно в этом варианте камер и не будет этой перезагрузки. Жмем плюс, сканировать QR-код, добавить камеры, давайте добавим камеры, 4G сим-камера, так и есть у нас вариант, и сканировать QR-код. Открываем камеру и сканируем QR-код с наклейки камеры. Отлично. Идентификатор устройства, с QR-код сканирован с камеры, с наклейки. Жмем ОК. Выберите имя устройству. Отлично. Давайте дом. Можно самому написать, завершить. Сохранить QR-код устройства. Если QR-код поврежден во время использования, могут проблемы. Тоже правильно, подтвердим. QR-код сохранился в галерею устройства, то есть смартфона. И по идее вот наша камера. Заходим на нее. Внимание, установите пароль безопасности. Согласен, сейчас сделаю. Просит сложный пароль. Ну, какой есть, такой и создал. И опять захожу на камеру. Камера работает, и работает камера по сим-карте, установленной в камере. Управление, очень быстрое управление в этих камерах. И вот нравится мне приложение. Посмотрите, рабочий стол, все четко, большие значки. Запутаться тяжело, не отпугивает вас сразу. Видите, в SD качестве ставится. Скорее всего, в связи с качеством интернета. Многое я вам показывал. У меня здесь покрытие мобильных операторов плохое. Ну вот, немного подтянули, конечно. Но бывает сигнал до минимума падает. Поэтому именно качество вот SD или HD просмотра напрямую зависит от интернета. С какого вы заходите мобильный интернет на смартфоне, например, где-то у вас плохой. Ну и камера, тоже качество сигнала тоже напрямую зависит. Будет хорошее, будет в HD качестве хорошо воспроизводиться. Плохое качество будет притормаживать, лагать, поэтому вручную переставляем на SD. Или же оно в автомате вам сразу в основном заходит на легком качестве. Вот, есть.
Вниз, вверх, моментально. Так мотает башкой, влево-вправо. Чуть медленнее, но вообще отлично. И вот так можно даже вот вверх, вниз. Смотрите, как быстро меняется. Блин, супер. Ну и все остальные моменты здесь вот есть уже на рабочем столе. Скриншот, запись, звук. Давайте звук. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Раз. Динамик очень мощный. Микрофон. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Микрофон среднего качества. В XMI-евских камерах лучше. Но динамик здесь вообще бомбовый. Вот даже камера смотрит сейчас на окно, блики от окна, и экспозиция работает. Камера уходит в защиту, затемняет картинку, делает адекватную картинку без засветов. Отлично. Повтор. Зайти на карту памяти. Больше. Обнаружение движения. Я так понял, камера еще и со слежением. Обнаружение движения. Установить позицию защиты. Вернуться в это вот состояние, то есть положение. Обнаружение движения. Да, что-то есть. Есть камера еще и со слежением. Представляете, тот вариант камеры, когда камера со слежением 4G. Я еще не встречал таких, и многие задавали вопросы, почему камера 4G не имеет слежения. Я вам всегда говорил, что камера подразумевается, что будет работать в поле где-то от аккумуляторов, поэтому слежение нежелательно для большей экономии аккумуляторов. Тут вариант уже есть со слежением. 4G, возможность работы от аккумулятора остается, потому что 12-вольтовое питание, не 5, а 12. Автомобильный аккумулятор, делаете все по уму, подключаете его, защиту какую-то ставите, вот КЗ различные, может даже удаленное управление защитой, то есть питанием. И камера у вас работает автономно. Автономный интернет через сим-карту. Покрытие мобильного оператора в том месте есть. И плюс питание. И вы заходите удаленно на камеру. Все сейчас работает через интернет. Управление светом включить, выключить или автоматически. Автоматически это все будет работать ночью от движения. Движение перед камерой есть, включит прожекторы. Можно выключить. Выключили, не будет она включать прожекторы и все эти варианты. Очень классно здесь управление именно светом. Предустановка. Пресеты. Ставим пресеты. Камера в те места поворачивается. Здесь будет у вас картинки пресетов. Это уже когда вы камеру закрепили на месте конкретно. Повернули ее туда, кликнули, установили один пресет, второй, третий. И потом только одним кликом камера переходит в те позиции, которые вы задали. Очень классно. Можно удалять, переделывать, то есть тут все очень удобно. Именно предустановка, пресеты. Настройка изображения, цвет черно-белый, можете в черно-белом режиме поставить дневную картинку, если вам вдруг хочется черно-белое видео снять или черно-белое фото. Кстати, вот сейчас можно это все взять и записать. Запись пошла на папку смартфона. Сейчас в SD качестве, в HD поставлю. Нет, не хочет. При записи, наверное, качество не переключается. 10 секунд, хорош. Сохранено в галерее. Скриншот также. Сейчас немного вот так сделаю. И скриншот. Черно-белый также сохранил. А вот теперь можно переключать и качество. И сделать запись можно в HD качестве. Также в папку смартфона. Покрутить камерой. Все это пишется. Давайте посмотрим тот момент. Я хочу посмотреть. Цифровое зумирование сохраняется ли в записи. Вот я сейчас приближение такое цифровое делаю. И посмотрим, сохранится ли в записи в этой или же на карте памяти. Больше. Настройки изображения. Цвет, если поставить, то в цветном будет она и ночью не будет черно-белый переходить. Там уже вы смотрите. Оставить цвет. И если есть у вас дополнительные прожекторы какие-то, территория освещена, и в цвете камера классно показывает ночью, оставляем в цвете. То есть вариантов вот именно автомат, как обычная камера. Потемнело черно-белый, задействованием LED и К-светодиодов. Вариант функций в приложении очень классный. Чем мне вот приложение нравится, что в общем-то все, что надо, у вас тут оно и есть. Несколько камер. Будет несколько камер, просмотр. Остановить просмотр. Что у нас здесь? Переключение между камерами. Такое и на весь экран.
Ну, все, что нужно, все есть. Очень классно. И здесь же выводятся все значки. Свет, управление светом, тревогой. Кстати, тревога тоже вот классно. Красная звуковая. Если кликнули и не выключили, будет 30 секунд звучать, потом автоматически выключится. Ну, привлечь внимание кого-то, там, позвать, может отпугнуть даже. Интересен момент с кабелем. Давайте от роутера кабель. Домашний роутер, Wi-Fi роутер, обычный вот TP-Link. И подключаю кабель. Обратно, другая сторона кабеля в роутер включена. И смотрите, индикация на кабеле появилась. Камера подвисла. И идет переподключение, я так понимаю. Звуковое сопровождение, женский голос сказал: подключаюсь, подождите. И камера, по идее, переключается. Только не знаю, как это получится у нее. Давайте выйдем. Смотрите, камера прописалась как 4G. Когда я подключал ее вот по сим-карте. Скорее всего, мне нужно сделать вот так. Добавить камеры. Автоматически находить устройство рядом. И сейчас, по идее, автоматический поиск определит камеру в домашней сети. При этом у меня смартфон по Wi-Fi подключен к этому же роутеру, к которому подключена камера по кабелю. Это важный момент. Устройства не обнаружены. Давайте сделаем перезагрузку камеры. Идеальный вариант, наверное, это извлечь сим-карту. Но я хочу посмотреть вариант, подключится ли камера по кабелю вместе с сим-картой. То есть сим-карту извлекать обязательно или нет. Камера подключилась другим способом. Смотрите, захожу на камеру. Камера есть, управляется. Сим-карту я вытащил. Вот она, крышка. Вот, сим-карты нету, отсек пустой. Кабель подключен. Способ подключения, который я сделал. Так, все доступные устройства. Вот, плюс. Добавить камеры. Wi-Fi камера. Подключение через Wi-Fi Smart Link. Роутер. Wi-Fi, пароль Wi-Fi роутера и ID устройства. Считал опять с наклейки QR-код, и камера добавилась. Перекинула меня на страничку, и опять я захожу на 4G камеру, но уже, я так понимаю, что в домашней сети. И давайте посмотрим, по кабелю ли она работает. Отключаю я кабель. По идее, сказала камера, что другое подключение. И да, работала она по кабелю. По идее, кабель отключен, сим-карты нету. Ну, я думаю, что Wi-Fi в камере также нету. Должна бы переключиться на Wi-Fi, но... Что-то говорит. Хотелось бы, конечно, узнать. Давайте попробуем добавить камеру. Wi-Fi, подключение к точке доступа. Подтвердить. Захожу в настройки Wi-Fi смартфона и посмотрим, найдет ли... Нет, Wi-Fi нету. Камера по Wi-Fi, скорее всего, не работает. Вот именно два момента. Смартфон ее в сети не находит Wi-Fi. Два момента, по которым работает камера. Сим-карта и кабель. Сбросил опять камеру к заводу. Продолжаю экспериментировать. По сим-карте понятно, работает отлично. Остался вопрос. Кстати, сбросил к заводу и хотел ее подключить как точку доступа. Wi-Fi в камере нету. Смартфон ее не находит. Подключил кабель. Камера опять говорит. И смотрите, появилась она тут же в сети. Подключение LAN. Кстати, ID камеры. Все есть. Даже вот на рабочем столе на картинке показано подключение. LAN кабель. Отлично. Камера так и осталась называться 4G. Установите пароль опять же, потому что я камеру сбрасывал к заводу. Установил пароль. Готово. Быстрый вход. Камера работает в домашней сети по кабелю. Ну и опять же на нее можно удаленно заходить. Просто она уже пользуется домашним интернетом через роутер. Вещает в интернет. Взяв телефон с собой, я захожу на камеру. И что интересно, что она остается в списке устройств под вот этим вот одним ником. Так сказать, дом 4G.
Только могут быть разные подключения. Могут быть подключения по кабелю. Установите сим-карту, она перейдет на работу по сим-карте. Камера установлена на улице. Кликаю, открываю. Перехожу в HD качество. И видим хорошую картинку с камеры. Очень таки хорошую, качественную. Широкий угол хороший. Хоть и заявлен объектив 4 мм, но угол вполне таки широкий. За счет матрицы, наверное. Управляем камерой с приложения. Звук активирую. Ну, как бы нормальный, немного булькающий звук. Как для камер видеонаблюдения, вполне таки хороший. На средней громкости смартфон вы слышите, как это все озвучивается. Вверх, вниз, камера смотрит под себя полностью. Никаких вопросов нету. Поворачивается вверх до упора. Адекватно реагирует управление. Камера полностью может за собой, нет, где-то 300, наверное, 350 градусов, не 360, за собой не смотрит, но все равно предметы видит. Включил слежение, камера выделяет автомобиль, ну то есть тот предмет, за которым она следит. И очень таки быстро. Не все камеры в этом месте у меня успевают следить за предметами. Камера следит, и давайте посмотрим возвращение в предыдущую позицию. Из той, из которой я включил слежение. Да, камера возвращается и продолжает вести видеонаблюдение, пока не появится опять в области ее сканирования определения предмета движущегося, предмет движущийся. Вот видите, там далеко она вроде бы как и не определяет, человек вон идет. Давайте посмотрим, сработает ли и когда определение. Нет, там она далековато видно ей, не определяет она там. Хотя, возможно, может и чувствительность где-то поправить, но в настройках вроде бы я такого не видел. Камера сейчас у меня работает по кабелю в домашней сети. Но, как вы понимаете, я как вам и показывал, она также может и через сим-карту работать. Также у вас вы зайдете, такая же будет картинка. И также камера будет следить за объектами. Только будет работать через мобильный интернет. В том месте, где нету у вас возможности подключить ее кабелем. Соответственно, нету роутера. Давайте моменты по настройке камеры, пока нету тут никаких движков. Перехожу в рабочий стол, 3 троеточие, настройки, поделиться, удалить. Информация, пароль, время устройства понятно, версия прошивки также понятно, если будет обновление, сейчас последняя версия. Будильника, так называемый. Тревога, это именно тревога и приход уведомлений вам на смартфон по движущимся предметам. Период тревоги, зона тревоги, звук тревоги. Звук тревоги, скорее всего, из динамика будет звучать звук. Ну, тревога именно сирена. При том, как будет в зоне действия камеры движущийся предмет. Включили мы тревогу, запись. Именно заход на карту памяти, и здесь вот моменты по записи. Можно включить в HD качестве запись или в SD в легком качестве. Вот переключение записи именно на карту памяти. Непрерывная запись, запись событий, запись звука. Запись событий имеется в виду по движению. Или же непрерывная. Форматировать карту памяти также есть. И советы по карте. Обязательно используйте фирменную, соответственно, то есть качественная должна быть карта памяти. Все здесь вот в этом разделе есть. Осталось 100%, ну и когда будет писаться, понятно, у вас будет показываться в процентном соотношении оставшаяся память. Светочувствительность низкая, средняя, высокая. Давайте поставим высокая, может это именно, нет, хотя лампочка стоит, это со слежением не связано. Расширенные настройки, IP, кстати. Настроить самостоятельно можно, или же DHCP включено. Получение автоматически IP-адреса. Кодировка H265 есть. Есть 264, есть 265. Это хорошо, это очень хорошо. Формат сжатия 265. Ну, язык, именно язык голосового сопровождения.
Подсказки устройства можете выключить, и камера при перезагрузке не будет больше вас тревожить звуковыми командами. И облачный сервис. Зайдите, можно ознакомиться, все подробно там, что почем, когда и зачем. LAN подключено, вооружен, стоит на охране, имеется в виду. Какая-то подзагрузка пошла. Активируется быстро, как с сим-картой, так и вот в домашней сети. Подгружается очень быстро все. Опять же, в SD качестве ставится по умолчанию, потом можно переключать, если вам нужна более качественная картинка. Такой вот 4-кратный цифровой зум. С потерей качества, понятно, но вот так можно притянуть и посмотреть, чем человек, например, занимается. Понятно, что там черты лица уже не определить, но это не оптика, это цифра. Кстати, камера вот там сейчас определила проезжающий автомобиль. Но понятно, что она за ним двигаться не будет, потому что он исчез из ее картинки. Чем больше предмет, тем понятная камера будет его на большем расстоянии распознавать. И если он движется, будет за ним следить. Вот только что проехал автобус, КАМАЗ. Камера отреагировала, но так как они проехали и исчезли, она просто за ними повернулась, постояла немного и опять через определенное время вернулась в свое обычное положение. Вот сейчас отсюда вот я вижу на других камерах есть движение, автомобиль. Камера следит адекватно. Очень таки адекватно. Но нет такой большой чувствительности. На большом расстоянии камера не следит. Зайду на карту памяти, давайте посмотрим, что там. Повтор. Тут можете вы выбирать или карта памяти, или облачный сервис. Если будет у вас активировано облако, то вы можете там просматривать уже информацию. И здесь ролики по тревоге вот есть. Кое-что записано, совсем немного. Еще время не было синхронизировано, поэтому время такое вот стоит. Протягиваем, выбираем со звуком. Запись есть, это я камеру только поставил. И вариант выбора по календарю. События. События можно выбирать в таком вот формате. Прогружаются картинки, изображения. Именно тревожные. Кликаем и выбираем. Ну вот это то, что писалось. Еще я сидел за столом с камерой и изучал ее. Тут уже то, что я вам показывал. И также здесь можно скачать этот ролик, сделать фото именно во время записи. И на весь, наверное, на весь экран можно открывать. Классное качество, очень таки хорошее качество. Четко все, детализация, нету смыливания, объективы хорошие, чистые. Целый день камера работала самостоятельно. На вечер рабочий стол вот перешел в ночной режим, такой в темную тему. Открываю камеру. При вас. Вот, задействовала она сейчас, следила, видно, за кем-то. И задействовала цветной режим и белые LED-прожекторы. Кстати, приезжали мы вот с женой, заезжали на автомобиле, и оттуда я с дороги ехал. И как раз камера кого-то также провожала со включенными светодиодами, прожекторами светодиодными. И такое мощное свечение я не мог понять. Забыл, что у меня камера с ними стоит. И посмотрел, ну реально, как хороший LED-прожектор. 2 LED-прожектора хороших по бокам вот так светят. Очень классно, очень мощно. Тут вопросов нету. Ну вот, видите, следит. Целый день она в слежении стояла. Слежение я не выключал. Возвращалась назад. Ну вот там автобус поехал, она следит. Давайте перенаправим, пока она вот в цветном режиме, в ночном. Ну я вам скажу, хорошие светодиоды, мощные прожекторы стоят. Очень мощные. Так, тут отсветка идет от экрана. Вот она возвращается назад. С этим вопросов нету. Сейчас переключится в черно-белый режим. Хотя можно здесь вручную все делать. Так, вот поставим в HD качество. Ну, тут сильно не видно изменения по качеству. Вот, через какое-то время, сейчас она в цвете. И вы видите, в цвете вполне хватает ей этих прожекторов. Но опять же, смотря с какой высоты. Высоко не стоит ставить, потому что с высоты, с большой этих прожекторов не будет хватать на освещение территории. Управление светом и выключить.
Вот сейчас в черно-белом режиме. Ну и также слежение ночное работает, но вы видите, что есть моменты ложного срабатывания. Но это во всех камерах, тут это не удивительно. Хорошая ночная картинка. Сейчас я поверну камеру в другое место. Очень мощно, очень классно. Так, ну все, она возвращается на место. Слежение включено. Давайте я слежение выключу. Обнаружение движения отключу, чтобы она нам не сопротивлялась, не возвращалась в другое место. Вот, отличная, супер картинка. И черно-белый режим, и мощные ИК-светодиоды. То есть по ночной и по дневной картинке вообще вопросов нету. Минусы камеры сразу. Нету OnVIF. Ну, это как кому. У кого есть видеорегистратор дома, то камера, мой видеорегистратор эту камеру не нашел. OnVIF протокол в этой камере не зашит. Но эта камера изначально заточена для удаленного отслеживания через сим-карту. Поэтому как бы идеальный был вариант, чтобы здесь был и OnVIF, и по кабелю работа, и по Wi-Fi, и карта памяти. Но я думаю, камера была бы уже подороже. В данном варианте OnVIF протокола нету. Ну и вот предмет ночью, смотрите, не расплывается. Четко видно автомобиль, даже можно марку рассмотреть. То есть нету движущейся какой-то полосы расплывчатой, а именно видим мы, что движется автомобиль. Очень классная ночная картинка с этой камеры, даже вот удивляет меня. Какой еще классный момент? Охрана дома, имеется в виду тревожные уведомления. Кстати, здесь и на облачный сервер, если что, можно, такое же будет храниться на облаке в случае чего. И здесь по времени все обнаружения движения. Ночью сработки могут быть ложные, вы должны это иметь в виду. Ну а вот днем полная адекватность. Полная адекватность, предметы, фото, за которыми камера следила. Скачать что-то ж сохранено в галерее. Поделиться тут же можно всеми моментами. Следующее фото. Опять же время, дата, все у вас на фотографии есть. И очень такие классные фотографии. Даже можно приближать вот таким зумированием и рассматривать варианты. Вот мужчина, который сегодня нам помогал записывать видео. Ну, ночные картинки такие себе, но также имеют право на жизнь. Тут стоял режим у меня автомата, то есть при движении камера включала белые LED-светодиоды, прожекторы и переходила в цветное видение. Без всякого дополнительного освещения. Будет у вас еще плюс территория освещена, будет только плюс камере. По карте памяти запись, тревожные моменты со звуком и в хорошем качестве. В очень таки хорошем качестве. На камеру немного синит картинка, но в реальности цвета четкие. Именно цвета вот натуральные. С этой камеры тоже. Ну и вот ночью пытается она также следить, но видите, и там машину определила, и тут машину определила. И решила ни за кем голову не поворачивать. Ну и дневная картинка. Тоже на очень хорошем, достойном уровне. Проверю камеру на слежение ночью. И вот кажется, -1 отпадает. Давайте посмотрим. Да, отпадает минус, камера следит в двух плоскостях. Я ошибался. Вот камера следит за мной. И в вертикальной плоскости камера следит также. Смотрите. Меняется экспозиция. То есть, когда я близко подхожу к камере, она меняет экспозицию, чтобы не но все равно лицо заслеплено. ИК светодиодами отражается. Но вот, смотрите, камера четко в двух плоскостях. Следит вот за мной, держит меня в центре, движущийся объект. Очень классно. Это сейчас все в черно-белом режиме. Специально я поставил, чтобы не включать ей белые LED-светодиоды. Включаю управление светом автоматически. Ну и тут камера активировала. Также она по движению все это будет делать. И смотрите, заметила меня и светит в мою сторону очень ярко. Ну просто капец. Вот кому нужны камеры именно с прожекторами для освещения территории. И плюс слежение. Смотрите, я иду, она следит за мной, ну вот до упора все. Она повернулась. И полностью управляет, на меня направляет прожекторы. Вот, в самый низ. Очень классно.
И очень мощно это все выглядит. Вот, посмотрите. Просто освещен весь мой двор. Мне камера очень понравилась. Даже отсутствие OnVIF протокола. Ну, как бы это не минус. Это не минус. Камера 4G. Работа по кабелю. Таких камер, по крайней мере, я не тестировал. У меня на обзорах их не было. И эта камера меня очень порадовала своей работой. Особенно кому нужна камера с прожекторами. Вот. Яркие LED прожекторы. Очень классные. Очень помогают в ночной картинке. Ну и сама картинка в черно-белом режиме тоже очень классная. Слежение в двух плоскостях, это просто супер. Поддержка сим-карты, вставили сим-карту, и камера у вас, можно сказать, плюс если запитали еще аккумулятором, полностью автономная. Ссылка на камеру в Украине, уже на смарт-хате камеры такие есть. Заказывайте, кому нужно, чтобы не ждать из Китая. На Алиэкспрессе постараюсь найти вам эту камеру и также оставлю ссылку под видео. Если что, пишите комментарии, задавайте вопросы, отвечаю на все комментарии читаю. Также подписывайтесь, группа в Телеграме, чат создал, общаемся по теме видеонаблюдения. И Инстаграм. Сейчас уже фото полетит туда, какая камера будет на следующем видеообзоре. Всем удачи и до следующих видео.